Здравствуйте, мои любимые и уважаемые друзья. Давайте просмотрим такую тему, что сейчас с ним происходит. Что происходит с вашим мужчиной тогда, когда вы нашли это видео. Я для вас разложу эти карты. Это очень классные карты, которые позволяют увидеть глубоко. Ежедневное волшебство. Там у меня такой свободный перевод этой колоды. Итак, что сейчас происходит с вашим мужчиной? Что сейчас с ним происходит? Обнуление, это карта шут. Он хочет, вот пустая голова, да? Очень пустая голова у него сейчас. Вот бомба расклад будет точно, потому что, смотрите, прямо со старшего аркана все начинается. Очень многое в жизни мужчины находится вне его понимания, то есть в так называемой слепой зоне, да, вне его понимания, потому что у него сейчас просто пустая голова, вот что с ним происходит. Он не хочет думать, может, он устал думать. Это карта повешенного, ну вот, точно, да, еще один старший аркан. Карта повешенного говорит, что именно сейчас мужчина просто, не хочет ни соображать, ни чувствовать, на автомате каком-то, действительно. Все вокруг него, что происходит с ним, его как бы и не касается. Равнодушие к своей собственной жизни, но это очень серьезный симптом, да. Полное обнуление, равнодушие. Он достиг какого-то своего, знаете, потенциала, можно сказать, на данный момент. Ведь потенциал у человека, он возрастает со временем, да. Например, мы достигли какого-то потенциала, идем дальше, смотрим, что дальше. Потенциал начинает пополняться внутри, а потом человек его израсходует. Он израсходовал всю свою энергию, этот человек, полностью израсходовал. Сейчас вообще ничего его как-то не заводит. И опять говорю, что либо на нем есть какое-то влияние, может влияет кто-то, но вообще, если честно, то мужчины, они, знаете, подвержены женскому влиянию очень сильно. Так же, как и женщины подвержены мужскому, да, это магия жизни. Но мужчина сейчас просто у него квадратная такая башка, можно сказать, да, голова пустая, и многое, что с ним происходит, это в слепой зоне. То есть он не входит с этим в контакт, он этого не видит. Что сейчас с ним происходит? Я смотрю только прямые в этом сегменте. Вот карта Солнца и карта Страшный суд. Вот эти две карты. Видите, опять старшие арканы. Вот два старших аркана. Еще обнуление идет. Он хотел бы себя поправить, да? Поправить, то есть поправить свои финансы, поправить, может, карьеру, может быть, навести порядок в своих мыслях. Может, он долгое время врал себе или вам и хочет это все исправить каким-то образом, чтобы баланс был, чтобы было все четко по полочкам, как карта суд. Знаете, когда вот это пример с Священного Писания, да, карты все как пример, чтобы мы символ, метафору понимали. Идет речь о том, что вот как суд, да, придет судный день и будут судить нас. То есть нам нужно четко знать, что мы делаем правильно, а что нет. Мужчина хочет понять, что он делает правильно, что нет. Но поскольку разные женщины в его мире, разные люди в его жизни давали ему разные рекомендации, потом о том, как он себя должен понимать. Вот, понимаете, даются рекомендации, как человек должен себя понимать и мироощущать. Он запутался, и он решил обнулиться, он решил так, все, это все вне моего понимания, в так называемой слепой зоне моего понимания, и я просто повешу пока, повешенный. И еще три старших аркана. Представляете, еще карта дьявол, традиционно, но это такие языческие карты, где, знаете, языческая духовность, это ничего нет. Естественно, это неплохо, да, когда пришли христиане в языческий мир, они сказали, естественное все грех. И мы зачаты в грехе, и с этого момента человек стал несчастным. Он думает, что он зачат в грехе, что все естественно это грех. Так вот, эти языческие карты, это очень высокодуховные карты, которые говорят, все естественное не грех. А ему внушили, что все естественное грех. Там, заработок, там, близость с женщиной, все это грех. И он сейчас хочет
просто как бы забыть эти моменты своей жизни, когда его дергали во все стороны. Карта Солнца говорит, что да, у него есть здоровый эгоизм. У некоторых девочек проиграется, что у него нездоровый эгоизм. Девочки, не все элементы расклада с вами точно резонируют. Некоторые просто можно отбрасывать за ненадобностью, если так. Но что если вы захотите, вы подсказку точно получите. Вот здесь можно даже двух мужчин рассмотреть. Как вы видите, я делаю слева и справа очень часто. Вы можете по-разному всегда смотреть этот расклад, как вам удобно. И вот так, окей, просмотрим здесь анализ, потом в следующий раз просмотрим здесь, и что с вами больше резонирует. Это могут быть два человека или разные грани одного. Но во всяком случае, мужчина, вот это перевернутое вышло, это, ну я смотрю прямые в этом, но в любом случае, это рыцарь Пентаклей. Может быть, он деньги потерял, может быть, вложился в что-то пустое, да. Здесь вообще много пустоты в его жизни, сейчас я вижу. Может быть, он потерял веру в себя, может быть, он не знает, как заработать, может быть, его уволили у кого-то. Но мужчина не видит смысла в жизни теперь, да. Двойка жезлов, он пробовал. И знаете, часто нам, женщинам, кажется, что он ничего не делает, что он не пробует, что он может лучше стараться там, в доме или на работе, может лучше стараться, да. Вы для него всегда были королевой Пентаклей, то есть дисциплинированная женщина, которая знает, что она делает, знает, куда идет. Он вами восхищается. Королева Пентаклей – это очень человек, который ставит сам себе ограничения. Ну, вообще-то религия ставит ограничения, и поэтому многие, кстати, идут в религию, например, те, которые выпивают и так далее, да, и они излечиваются. Ну, как излечиваются? Они держат крышку на этой своей проблеме, да, и религия держит крышку. Вот. Но я не знаю, насколько вы религиозны, у каждого своя грань будет, но он считает вас слишком правильной. Или слишком религиозной, или слишком правильной. Но вот он считает вас слишком правильной женщиной. Только прямые смотрю, но раз вышло вот так я эту замечу. Это девятка Пентаклей, но перевернутая. Может быть, был у вас разговор про деньги, может быть, или он потратил, или ему приходится еще на кого-то тратить, да, на бывшую, или на детей из прошлого брака, или на родителей. На братьев, сестер часто это вообще неправильные траты, это нас вынуждают родители, якобы хотят нас уравновесить, и они делают огромную ошибку, они делают травму взрослому человеку, да. Но здесь мужчина, что-то связано с деньгами, может быть, видите, оба расклада похожи, в принципе. Четверка чаш, вы ждете от него поступка. Вы ждете, когда он войдет в дверь, когда он себя проявит. Даже вот девочки, у которых нет отношений, смотрите этот расклад. Вы ждете мужчину, когда он вас найдет. Это романтическое отношение к жизни в прошлых веках, оно, может и правильно, но тогда вас найдет тот, кто хочет вас, а не вы, кого хотите, понимаете? Теперь уже современная женщина, она сама знает, какого мужчину хочет найти. Это туз Пентаклей, такие красивые эти карты, вообще прелесть. И туз Пентаклей, смотрите, какая идиллия здесь, и овечки пасутся, и коровки, и какая-то ферма у вас, да. То есть идеи, у него есть идеи, как в вашей паре жить дальше. У него точно есть идеи, денежные идеи есть. У него есть идеи, как, например, вам отделиться от родственников и жить отдельно, если это ваша заморочка такая, да, и она очень у многих. Часто мы с родителями живем первые 5-10 лет жизни, и это коверкает, портит, искривляет наши отношения, потому что такой квартирный вопрос. Теперь квартирный вопрос во всем мире. В Японии вообще сейчас строят квартиры 6 квадратных метров. Вы где-то такое слышали? Да, мир, он везде, кстати, одинаковый. Мы когда-то думали, да, там на Западе хорошо, дороги медом смазанные, но везде мир одинаковый, сейчас тяжелый мир во всех странах. Мужчина, хочет эмигрировать у некоторых, хочет свое дело открыть, свою ферму, свое маленькое предприятие. Может быть, он хочет с вами что-то затеять такое интересное, да, чтобы вместе что-то делать. Но это тоже отношения, это не обязательно деньги. Здесь идет о внутреннем ресурсе речь. Внутренний ресурс, внутренняя валюта – это радости общие, это общее счастье, это внутренняя валюта, да.
Вот что у него, то или с ним сейчас происходит. Перевернутая восьмерка меча, он хочет уйти от того, что его связало. Может, кто-то связал его обязательствами. И знаете, насильно мил не любишь, не будешь, да, вот что-то такое. Он хочет уйти от этих обязательств. Такая серая карта, видите, вроде яблоки есть, но как их найти? Как их найти, если глаза закрыты, если руки связаны? Яблоки – это ресурс. Ведь Атлант, тот, который держит землю по греческой мифологии, он же яблоками питался, золотыми яблоками, то есть апельсинами. К чему сейчас идет речь? О сладости жизни. Кто-то его в чем-то обвиняет, и он везде виноват, там и там, и там, и там виноват, и сладости жизни нет. Поэтому он решил закрыться, обнулиться. Вот такой, опять же говорю, все у него в слепой зоне. Вся его жизнь сейчас просто поставлена на паузу. Паж Пентаклей, он хотел бы, конечно, чтобы все его хлопоты касательно или заработка, или же ваших отношений, чтобы их улучшить, он хотел, чтобы это все само собой образовалось, потому что он уже не хочет абсолютно никакой силы применять. Он видит, что все напрасно, все мимо, так бац-бац и мимо, да, у него в жизни все идет. Два пажа, паж чаш тоже. А паж чаш говорит о том, что сейчас он находится в таком понимании, что бы он ни сказал, все воспринимается в штыки. Может быть, у вас или у него в других сферах жизни. Видите, бурная река такая, да? Бурная река, все, что он не делает, не идет. Может быть, в профессии, может быть, у вас в вашей общей жизни. Как-то не ладите вы с ним. И он решил так: если ничего не идет, я вообще ничего делать не буду. Не хочу и все, и не буду. Это не говорит о том, что он вас не любит. Нет, абсолютно об этом не говорит. Говорит о том, что он просто устал и не может соображать. Не может соображать. С правой стороны буду брать. Я повторяю слова. Почему? Потому что так идет поток. Вы уже меня простите, кто там думает, что я лингвист, и здесь профессор. Я не профессор, не лингвист. Вообще, правильное предсказание – это не аналитическое изучение карт, а это интуиция плюс символ живой на карте. Да? Если живой символ, я за слова не отвечаю, я беру все, что из потока. А вы берите все, что вам нужно взять из моих слов. Двойка чаш перевернутая. Да, он знает, что не войдешь в живую воду еще раз. Он знает, что он напортил, он может обидел вас. И у многих, кстати, проигрывается по этой чаше, по двойке чаш, что он вас обидел. Потому что двойка чаш перевернутая, он уже не знает, как оправдаться. Потому что он вас крупно обидел, я бы сказала, да, крупно обидел. По тройке пентаклей, может быть, еще кто-то был задействован. Или третьи лица, или какое-то негативное влияние, воздействие. Еще кто-то был замешан, и, скорее всего, какое-то воздействие было магическое. Король жезлов, он сейчас вот греется у своего так называемого камина, то есть он хочет найти комфорт для себя. Он хочет найти для себя комфорт, комфорт он найти не может по какой-то причине. Может быть, потому что на мужчине есть какое-то магическое воздействие. Поэтому он не может найти комфорт. Комфорт сердца, комфорт души. Не может найти этот комфорт. Он потерялся. В начале пути, может быть, в молодости он пытался себе угождать. И там нахимичил, напортачил, да. Потом где-то с 25 лет он пытался другим угождать, прислушиваться. И там нахимичил, напортачил, потому что не тех людей слушал. Потом какое-то магическое воздействие. В общем, месс, как говорят, да. Одни проблемы у мужчины. Что-то карты сами перевернулись. Показались мне. Башня, смотрите, два старших аркана показались, да. Башня и карта справедливость, да. Угу. Оба старших аркана. Ну, по справедливости он получил. Он получил сейчас какой-то бумеранг за свои какие-то грехи. Причем получил он этот бумеранг четко по справедливости. Он заслужил то, что имеет. И знаете, когда человек вот так живет бездумно, так как показала сразу вот это его квадратную эту голову пустую, бездействие, такую какую-то на вид лень, но на самом деле... Но он не видит, куда идти. Когда человек не хочет ничего делать, а просто сидит и ждет, ну, пусто
святое место пусто не бывает. Его жизнь не то, что он плохой там или хороший, нет. Просто пока человек бездействует, его жизнь за него проживают темные силы. И вот это оно и есть. По справедливости бумеранг мужчина за то, что он сделал не так в жизни. Но он, может быть, что-то сделал не так и с другими людьми. Не с вами, а с теми людьми, с которыми он был раньше. Он что-то делал не так. И по справедливости его сейчас наказывает Вселенная. Может быть, он выпивает, может, у него со здоровьем что-то не то, но с головой у него точно что-то немножко не в порядке. Устал мужчина. Устал, и неизвестно от чего устал. Устал, очевидно, потому что метался во все стороны, и вашим, и нашим. Да? Возьму тоже 2 карты совета, чтобы был расклад полноценный и симметричный. Симметрия – это оно то самое. Смотрите, еще 2 старших аркана. Расклад какой-то потрясающий совершенно, как бомба. Я сказала вначале, будет бомба, но я же не знала, что будет, да? Но я чувствую, что будет бомба, а не расклад. И вот он и получился такой совершенное, ну, как, знаете, вау, откровение какое, да, откровение, как глубоко копнули карты на этот раз. Итак, дьявол. Дьявол, да? Дьявол и 6. Это карта влюбленные. Здесь на этих картах, смотрите, нужно по номерам смотреть, потому что на дьяволе написано nature или природа. Как я уже сказала, в этих картах мы имеем речь, делом имеем. Кстати, вот эта карта, это у нас 13-я карта, карта смерть. Давайте я еще раз перефразирую вам. Страшный суд и смерть. У мужчины какая-то часть души, что ли, отмирает. Одни старшие арканы вообще, смотрите, солнце. Почему? Потому что он, понимаете, когда идет смерть и солнце вместе, еще и суд, мужчина свернул со своего пути. Солнце – это его личный путь, по которому нужно идти каждому человеку. Он свернул со своего пути, его место заняли темные силы. Если бы только что-то его сподвигло, какое-то прояснение, какое-то пробуждение, провидение, что ли, и он смог посмотреть этот расклад. Этот мужчина мог бы возродиться к жизни. Этот расклад, знаете, не то, что даже палочка-выручалочка, а это как живая вода для него была бы. Не знаю, если только ему повезет и случайно он там ткнет пальцем на это видео, когда он там смотрит какие-то свои заморочки на YouTube, да, чтобы это только открыть. Вау, мужчина свернул с своего пути, и его место заняла темная сила. Вот поэтому у него кругом одна слепая зона. Потому что карта смерть это и есть, видите, 13-й аркан. Если так посмотреть и не обратить внимание на номер 13, The Lord of Shadow, думаешь, окей, это дьявол. Нет, это не дьявол. Дьявол вот он, nature, потому что 15-й аркан, да, 13-й аркан это смерть, 15-й дьявол. И что выходит? Ну, какая-то часть души у него отмерла, и он сейчас застыл, повешенный, и шут. Но, понимаете, в чем дело там? Ведь эту еще часть души он может воскреснуть, он может ее назад возродить к жизни. Почему? Потому что вышла карта «Страшный суд». Он может пробудиться к жизни еще. Это не все еще потеряно. Все-таки эту темную силу, эти лярвы, сущности, их можно выгнать из своего пространства. Каждый человек может возродить, каждый. Нет приговора. Пока человек жив, он все может. Мужчина этого не знает, к сожалению. Он не знает, что пока он жив, он все может. И пока он вот так висит, пока он полностью считает, окей, весь мир слепая зона, ну как такое может быть? Значит, он не в своем мире находится. Значит, он вышел из своей судьбы и дал темным силам место. Эти темные силы может быть негативное влияние, может не по собственной воле. У кого-то не по собственной воле, девочки, это все случилось, да? Случилось потому, что мужчина находится под магическим воздействием. Но у многих, очень у многих, это ему бумеранг. Это может быть бумеранг за его теперешние, в кавычках, грехи. Что такое грехи? Когда он изменял себе и вам.
Не изменял обязательно, у всех изменял там физически, да, изменял тем, что он или не верил в вас, или пользовался вами, манипулировал и так далее. Но это тоже может быть кармический долг, потому что башня вместе со справедливостью часто показывает на кармический долг. Тем более страшный суд иногда показывает тоже на кармический долг. А в раскладе, в котором большинство карт старшие арканы, я просто в восторге, потому что у нас так, 56 младших арканов и 22 старших. Понимаете, разница какая? Огромная. А здесь большинство старшие арканы вышли. Ему бы сейчас воспрянуть духом, да? Вот смотрите, если так смотреть, вот именно языческие карты, они показывают вот эти две фигуры, да, карта влюбленные, это божества. В северных народах божество женское и мужское абсолютно одинаковые. Там нет понятия, что женщина подчиняется мужчине, нет такого понятия. В языческой культуре северных народов, да. И в религии, там, когда идет намек на Библию, там вот в карте влюбленные, там мужчина, женщина и, да, новый переход, когда Христос еще тоже был уже, да, Христос был, есть и будет, но когда Бог сказал, что окей, вы увидели, что вы ничего не имеете на себе, никакой одежды, живите как хотите. Все, я за вас не отвечаю больше, да. А языческие понимание, это мужчина и женщина уже божество. И уже современное понимание духовности, религии, что Бог внутри человека, да? Бог внутри человека, живой Бог внутри человека. Так что человек не может быть плохим. По сути своей, он может делать плохие поступки, потому что здесь как им или магическое воздействие, или еще что-то. То есть я вам быстренько это говорю, чтобы вы поняли, что это не отвлечение, а именно эти карты читаю. Вы и он божество. И когда он вас обижал или говорил, женщина, твое место там на кухне, ну это я так метафору привожу, да, хотел показать, что он превосходит вас, потому что у него мышцы крепче. Ну, может, у него мышцы и крепче, кстати, сейчас уже не факт, говорят, что женские мышцы тоже могут очень многое, но голова-то у вас более гибкая, быстрая, да, соображает быстрее. Вот смотрите, когда народами правит женщина, у всех народах идет прогресс скорее. То есть женское, мужское божество, вы с ним как божество, он этого не знает, он поддался влиянию, ну, если сказать, как вообще издревле Таро, где был патриархальный мир, то там карта 15 это дьявол. Ну а если брать языческий северный вариант, то это сама природа. Дьявол это сама природа, то есть нет, не дьявол природа, а законы на земле, да, законы на земле. Да, я вам, вы мне, вот это законы на земле, да. Он вам, вы ему, законы на земле. Да, мощно. Сказав это, я скажу спасибо за лайк. Поставьте, пожалуйста, лайк. Это вы мне денег не стоит и, в общем, не сложно, да. Расклад сделать, ого, как трудно. Ну, я люблю это делать, так что с удовольствием делаю. Смотрите, здесь в выводе 2 старших аркана, здесь в выводе 2 старших аркана. Без слов, другими словами. Вот карты сами за себя все вам и открыли. Без лишних слов. Потрясающе вообще. Так что отношения будут переходить, ну сейчас просуммирую, отношения будут переходить на новый уровень, это 100%, потому что карта влюбленные говорит о том, что вы и он это не просто одно целое, это равноправные партнеры. Как в астрологии, да, мужчина и женщина партнеры, равноправные. Когда он это поймет, тогда будет хорошо. У многих он уже на дороге понимания этого. У многих он отработал эту карму. Не зря же у нас здесь солнце вместе со страшным судом, да? То есть мужчине дается шанс. Да, он карму, потому что здесь карма видна, он ее отработал, он получил свое, он получил страдания. То время, когда он бездействовал и в принципе не жил, а существовал, в это время и происходила отработка. И карта природа, видите, природа здесь и здесь, говорит о том, что он сейчас выйдет на дорогу естественного понимания жизни, а это просто
кого любим, того жалуем. Это естественное понимание жизни. До сих пор и так не было, потому что искривили ему понимание себя, понимание женщины, искривили ему магическим воздействием, у некоторых проиграется это тоже. И мужчина сейчас должен выйти из этого застоя и выйти на свой путь, вытолкнуть из своего пути эту черную дьявольскую силу, которая заняла его место, пока он бездействовал, начинать продвигаться и начинать, знаете, любить на деле. Любить на деле это не слепая зона, то, чего ему не видно. Там идет жизнь. Там, где ему не видно, идет жизнь. Ему нужно на деле доказать, что вы его королева Пентаклей. А он ваш защитник. Понимаете, на деле ему нужно доказать вам. Вы его ждете, это точно. А ему нужно на деле доказать, что он принесет добычу. Он принесет добычу. Он справедливый человек. Ему нужно на деле вот это все вам доказать. Потому что пока что вы от него ничего не видели хорошего. Многие из вас не видели того, что вы заслужили от мужчины. Вы от него этого хорошего не видели ничего. Вот это понимание влюбленные, да, когда вы для друг друга и целый мир, если даже против вас, вы для друг друга. Страсть у него есть к вам, потому что король жезлов — это страстный мужчина, страсть у него есть. Есть желание заработать, есть желание что-то делать, но это желание у него сейчас дремает, ему нужно, вот как, знаете, страшный суд где-то, вот страшный суд. Ему нужно захотеть. Ведь не мысль здесь первична, а представить себе все это, представить себе, как уже все хорошо у вас, и захотеть этой идиллии. Ему нужно захотеть этой идиллии, понимаете? И воспрянуть из мертвых, это точно нужно. И может быть вам вот это венчание, может многие из вас будут венчаться или обновят свои обещания друг другу, да? Многие из вас получат встречу опять на свидание, он выйдет на контакт. Мужчина выйдет на контакт. Обязательно. Вот эта идиллия, это очень важно. Такая красота, да? Я сейчас сделаю оберег, девочки. Оберег — это мой принцип раскладов. Я делаю это очень давно. Это то, что мое авторское, поэтому очень хорошо сделать оберег на пасашок. А вы будете им пользоваться по надобности. Кстати, в разное время будете заходить на мой расклад, по-разному будете его воспринимать, потому что вы же задаете свой живой вопрос, да? И на ваш живой вопрос карты дают живой ответ. Так что я точно знаю, что у вас будет все замечательно. В этом сомнений вообще нет. Подписывайтесь, если вы не подписаны. Здесь все для вас. Это очень выгодно подписаться. Выгодно еще по той причине, что денег не стоит. Но помощь здесь огромная. Огромная помощь вам идет. А также ставьте лайк или дизлайк. Оцените мою работу. Это для вас тоже полезно выражать эмоцию. Если у вас есть родные, которым вы хотите посоветовать, я не советую давать советы, потому что родные не поймут, даже если вы самый лучший совет дадите. Вместо этого пошлите им одно из моих видео. Это для них будет огромная помощь. Люблю вас, обожаю и знаю точно, что мы скоро увидимся. Пока, мои дорогие.